Доброе утро! Меня зовут Сталих Анкишиев. Я прямо слышу треск штанов. Я предсказываю дефицит джинсов огромных размеров, потому что блюдо, которое я собрался показать вам сегодня, невероятно вкусное. Там мука, тесто, паста, сливки, масло, сыр, помидоры. Одним словом, все то, за что мы так любим пиццу. Но это не пицца. Или, давайте скажем так, зимняя пицца. И первый продукт, который появляется на нашей сцене, это, как назвать, макароны по-нашему, а по-ихнему паста. Паста какая-то особая в виде рожков, в виде эдаких завитушек. Вы не представляете себе, сколько соуса на нее налипнет. Но сначала пасту необходимо правильно отварить. Полкило пасты, значит 3 литра воды. Можно 2,5, но это уж совсем минимум. И эту воду необходимо очень сильно посолить. Буквально 3-4 столовые ложки соли. Не беспокойтесь, вы ничего не пересолите. Наоборот, у вас наконец-то получится очень вкусная паста. Вода должна очень бурно кипеть. Эта паста варится 10 минут, но правильнее всего прочитать на упаковке, сколько минут варить пасту. Одна паста варится 10 минут, одна паста варится 12 минут, одна паста варится 6. Это варится таймер на 10 минут. Если вы подумали, что целых 10 минут мы ничего не будем делать, нет, как бы не так. Во-первых, необходимо помешать пасту, а во-вторых, необходимо натереть сыр. Вот это ярко-желтое, почти что апельсиновое, это сыр чеддер, полкило. Но я думаю, что мне достаточно будет граммов 300. Чеддер, к слову сказать, иногда попадается не такой желтый, не такой яркий. Ничего страшного. Я научу вас. Я расскажу вам, как исправить это досадное недоразумение. Сыр — удивительное дело. Берешь небольшой кусочек, а натираешь его, получается так много. Чем же заполнить освободившееся пространство между кусочками сыра? Вот о чем сейчас надо подумать. Особенность сыра чеддера состоит в том, что он способен растворяться в жидкостях, например, в супах. С ним можно приготовить хороший вкусный сырный суп. Однажды мы с ним готовили картофельный суп-пюре. А мне сейчас некогда с вами разговаривать. Мне еще моцареллу натирать. Но эта моцарелла, слушайте, она настолько мягкая, что я просто порву ее руками, да и все. Какая разница? Кусочек крупнее, кусочек мельче. В конце концов, это дело можно доверить даже детям. Ага, макароны готовы. Все, пора вынимать. Пора вынимать. Сварились очень хорошо. Опухли так. О, такие симпатичные, такие аппетитные. Пасту отварили, макароны натерли. Но нам совершенно некогда рассусоливать, потому что все голодные. Давай скорее масло, сливочное масло. Отрежем на первый случай хотя бы 100 грамм. Огонь под казаном, либо под сотейником, либо под толстостенной кастрюлей не самый высокий, потому что мы сейчас будем готовить на сливочном масле. Сливочное масло не терпит нагрева выше 180 градусов. А нам столько и не надо. Нам необходимо примерно 150, 140, может быть даже 130 градусов. Лишь бы муку обжарить. Лишь бы мука приняла слегка кремовый цвет, чтобы она запахла орехами. Я думаю, 2-3 ложки. Этого вполне достаточно. Но самое главное, вовремя перемешивать, не давать пригореть ни муке, ни маслу. И растираем. Растираем, чтобы ни одного комочка. Чтобы получилась абсолютно гладкая заготовка для соуса, который, вообще-то говоря, называется бешамель. Бешамель — это соус, который готовится на основе муки, сливочного масла и молока. Молока достаточно 600-700 мл. И теперь в разогретую, благоухающую смесь муки и сливочного масла осторожно, тоненькой струечкой вливаем молоко. Вливаем и сразу же размешиваем, потому что из молока, из муки и сливочного масла должен получиться однородный соус. Видите? Видите, что происходит? Все моментально загустевает. Растираем, растираем, не ленимся, торопимся. А вы помните, что я вам обещал, когда мы обсуждали цвет сыра чеддер? Иногда попадается вот такой очень симпатичный, оранжевый.
а иногда попадается какой-то бледненький, ну как обычный сыр. Что же делать в этом случае? Очень просто. Необходимо взять щепоточку шафрана. В это трудно поверить, но буквально несколько крошек шафрана способны окрасить в очень приятный праздничный цвет целый литр молока. А если у кого нет шафрана, не беда. На рынке очень часто шафраном называют куркуму. Вот этот желтый порошочек. Разумеется, это никакой не шафран. Но делу он помочь может. Вот столько. Буквально на кончике ножа. Вполне достаточно. Вы знаете, паста у нас уже очень вкусная. Почему-то потому, что она правильно соленая. Но мне бы хотелось, чтобы правильно соленым оказался еще и соус. Поэтому немного. Буквально 1 чайную ложку соли я в соус все-таки добавлю. А еще, для того, чтобы аппетит был приятный у едоков, ну немножко, буквально на кончике ножа, щепоточку кайенского перца. Ну, попросту говоря, красный острый перец. А еще порошок чеснока. О, я предвижу, что кто-то меня начнет ругать. Я бы свежий добавил. Нет, свежий ни чеснок, ни лук сюда не подойдет. Нужен именно порошок. Продается, пойдите в магазины, посмотрите там, где продаются специи. Иногда это очень удобно. Именно порошок лука, именно порошок чеснока. Размешали, все запахло очень аппетитно, соус загустел, закипел. Пора всыпать сыр. О, какая приятная картина. Все-таки кулинария – это великое искусство. Ну да, все-таки большинство талантливых художников – это молодые мужчины, и они рисуют то, чего они больше всего хотят. Они все время рисуют женские портреты. А я кулинар. Все, что я рисую, это вкуснейшие портреты еды. Вот сейчас все это должно размешаться. Сыр должен начать таять в соусе. И мы всыпаем в этот восхитительный соус всю пасту, все рожки. Понимаете, сколько, да? Примерно 1 к 1. Сколько рожков, столько и соуса. Ну, скажите, видали вы что-нибудь вкуснее? Видали ли вы что-нибудь аппетитнее? Выключаем огонь под казаном и пошли готовить формы для запекания. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Температуру в духовке выставляем на 160 градусов. Таймер, я предполагаю, что примерно 30 минут. Но кто нам мешает проверить? Старт! Смазываем формы сливочным маслом. Ну немного подмазали и хватит. Теперь дело пойдет. Раскладываем пасту с сыром по формам. Ну а теперь посмотрите, полюбуйтесь. Вам это ничего не напоминает? Много сыра, много теста. Ну да, в виде пасты. Но разве это не похоже на пиццу? Конечно похоже. Раз пицца, значит помидоры. Нарежем их толстыми ломтиками и уложим поверх запеканки, чтобы в каждой доле было по кусочку помидора. Будет очень вкусно. А хотите, чтобы даже зимние помидоры стали очень вкусными? Посыпьте их щепоткой сахара. Каждую дольку, по чуть-чуть.
Теперь немножко соли, а потом чесночку. Да-да, разумеется, тот самый чеснок в виде порошка, в который вы не верите, да? Ну проверьте мои слова, что здесь он сработает гораздо лучше, чем свежий чеснок. Вы представляете себе такие аккуратные симпатичные помидорки и вдруг там сверху черный пригорелый чеснок. Нет, это не пойдет. Давайте, ставим запекать. Пора подавать. Я по запаху чувствую, что пора подавать. Пора доставать из духовки. Вот она какая. Посмотрите, полюбуйтесь. И вот это выглядит так, что мне очень хочется попробовать. Но, если это кулинария, то блюдо все-таки желательно украсить. Для подобных блюд нет украшений лучше, чем листики базилика. Да, январский базилик – зрелище довольно печальное, но аромат у него все равно очень правильный, очень соответствующий моменту. Ну, допустим, я попробовал. И что мне в этот момент сказать? Мне похвалить самого себя? Нет, я скажу совсем другое. Я скажу о том, как я хочу, чтобы вы непременно приготовили то же самое и попробовали, насколько это хорошо и вкусно. Дорогие друзья, я вам желаю огромных успехов в кулинарии. Я желаю вам крепкого здоровья. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита! Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Вы знаете меня прежде всего как телеведущего, как видеоблогера. Но главная работа моей жизни – это книги. У некоторых музыкантов, у известных групп бывают так называемые золотые диски. У меня тоже есть золотая книга. Это моя первая книга, которую я написал больше 15 лет тому назад. «Казан», «Мангал» и другие мужские удовольствия. Она продана неслыханными тиражами, но продолжает печататься каждый год. И люди ее очень любят. Я хочу рассказать вам об этой книге. В этой книге я рассказываю о кухне моей жизни, о кухне моего, так сказать, среднего возраста, когда я очень полюбил готовить, когда я начал писать о кулинарии, когда я еще жил в Узбекистане. И здесь все самые любимые блюда нашей семьи на период примерно начала 2000-х годов. Очень многие полюбили готовить из-за этой книги. Очень многие познакомились с незнакомыми прежде продуктами, такими как курдюк, рис де зира, а просто зира как специя. Очень многие, прочитав эту книгу, приобрели себе свой первый казан, свой первый мангал, начали готовить пловы, думляму, шашлыки и так далее, и так далее. В этой книге довольно много иллюстраций, но я хочу сказать, что все эти иллюстрации сделаны были мною более 15 лет назад. С тех пор я учился фотографировать. Я учился фотографировать день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И следующие мои книги, хоть они и выглядят намного красивее вот этой, я имею в виду по фотографиям, все равно не достигли успеха моей первой книги «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Приобрести эту и другие мои книги вы можете на моем сайте stalik.ru. Заказы доставляются почтой и курьерскими службами по России,
а также по большинству стран СНГ. Обращайтесь, заказывайте. Заказать можно и с автографом. Я лично ставлю автограф на каждую книгу. Лично вписываю имена, фамилии тех людей, кому направляется эта книга. И эта работа доставляет мне искреннее удовольствие, когда я знаю, что сейчас я подержал эту книгу в руках, а через несколько дней, может быть, через неделю, кто-то, кто точно так же, как и я, любит готовить, начнет готовить по этой моей первой, любимой и, может быть, самой лучшей книге. Казан, мангал и другие мужские удовольствия.